Genius. Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре рассмотрим превосходный ЦАП от компании Singot, который поставляется в очень небольшой коробке с эффектом хрома. И здесь есть название, которое он получил, а именно Dew4X. А сзади тут указано, что за ЦАП нам поставили, а именно Cirrus Logic 43198 сдвоенный. Есть поддержка DSD 256, 32 бита, 384 кГц, все по стандарту. А выходная мощность составляет 70 мВт на 3,5 и 150 мВт для балансного выхода. И сразу скажу, что несмотря на эти небольшие, казалось бы, значения, раскачивает он все мои наушники в легкую с очень хорошим запасом. Конечно, если мы не говорим о каких-то тяжелых полноразмерных планарах, то там, конечно, источник вам потребуется другой. И я думаю, все и так это знают. А так для внутриканальных наушников и динамических полноразмеров запас тут очень большой, особенно на высоком уровне усиления. Но еще из интересного, это то, что его можно использовать с некоторыми игровыми консолями в режиме UAC Mod 1.0. И понятное дело, ЦАП без проблем работает и определяется на Windows, macOS, Android и iOS. Никакие драйвера не нужно ставить, хотя если бы тут был ASIO драйвер, было бы вообще отлично. Ну а так можно и обойтись без него. Теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Ну и тут на самом деле все просто. Мы получаем сам ЦАПик. Вот такой очень хороший комплектный кабель в оплетке с разъемами USB Type-C на обоих концах и небольшую инструкцию на двух языках. Ну и, конечно, куда же без переходника на USB для подключения к ноутбуку или компьютеру. Но выглядит сам ЦАП, как по мне, вообще отлично. Имеет чисто черный цвет корпуса и получил вот здесь большой такой логотип X. И очень мелкую надпись Dew4X. Ну и стоит сказать, что изготовлен он из авиационного алюминиевого сплава, поэтому он очень легкий и максимально компактный и весит всего 24 грамма. А вот тут расположился сам вход для подключения комплектного кабеля USB Type-C, которым его можно будет подключить к смартфону либо компьютеру, использовав вот такой переходник. Ну а на другом конце имеются два выхода: позолоченный балансный 4.4 и стандартный 3.5 джек для подключения наушников. А вот тут сбоку есть две кнопки, которые увеличивают или снижают громкость. А если нажать вот так вот две сразу, то мы переключим уровень усиления. А теперь, друзья, давайте поговорим о самом главном, а именно о звучании этого устройства. И как мной ожидалось, тут все очень хорошо. И ЦАП, по сути, ничего от себя не вносит сигнал. Звучит он максимально по-взрослому, прозрачно и честно, и правильно, не уступая моему Topping G5. У Singot точно такая же, нейтральная, абсолютно мониторная звуковая подпись, без какого-то добавочного усиления и выделения как низких, средних, так и высоких частот. То есть все как обычно, тут будет зависеть от ваших наушников, которые вы будете к нему подключать. И так как он очень даже мощный, то планарные внутриканалки для него это прям то, что нужно. Послушал я и LED Shure S15, и Hidis MP145, и даже больше скажу, все последние дни я использовал только этот ЦАП и остался полностью доволен, так как справляется он с ними вообще прекрасно, нисколько не скрывает и не портит общую звуковую подпись этих моделей. Да и есть тут абсолютно отличный контроль над всеми частотами даже на большой громкости. Никакой мазни и каши, только отличное разделение и хорошая проработка краев диапазона. В том числе у гибридных моделей и динамических наушников, понятное дело. Но я бы советовал покупать наушники хотя бы примерно в эту же стоимость, как этот ЦАП. Так как из ваших наушников за $20 он никак не сделает наушники за 100, за 300 долларов уж тем более, что бы вам ни говорили на этот счет. Но лично я в своих обзорах всегда говорю вам как есть и делюсь только реальными эмоциями и ощущением от продукта, что я испытал. И вывод по этому ЦАПу у меня получился таков: Singot Dew4X отличный, суперкомпактный, небольшой ЦАПик с очень хорошей мощностью и правильным и максимально натуральным звучанием, и он у меня оставил только положительные впечатления. Ссылка на покупку этого ЦАПа находится в описании под видео.
Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал, пишите ваши комментарии. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.